Бывало у вас такое? Находишь отличный рецепт торта или пирога, все подробно расписано, сфоткано красиво, вот только указано, что печется он в форме диаметром 16, а у вас есть только 20. Или в рецепте указано, что торт будет на 2 килограмма, а вы хотите сделать на 3. Сегодня вы узнаете о связи размера формы и веса готового торта, поговорим о законе квадрата куба, а также разберемся, к чему приводит неправильный пересчет рецептов. Меня зовут Петр Лисавкин, я основатель кондитерской «Два Зайца». Это видео будет одновременно сложным и очень полезным. Приятного просмотра. Давайте начнем с основ. Первый тезис. Вес торта прямо связан с объемом. Пол-литровая банка с водой меньше по объему, чем 3-литровый бутыль. И как следствие легче. Теперь давайте вспомним, как считается объем. Из основ геометрии мы помним, что объем цилиндра считается как произведение площади основания на высоту. А площадь, в свою очередь, это радиус в квадрате, умноженный на π. Да, прикиньте, школьная геометрия пригодилась в жизни кондитеру. Из всего вышесказанного следует, что вес торта будет зависеть от радиуса формы и высоты вашего торта. Тут все логично, и многие сейчас зададут вопрос: зачем ты нам все это рассказываешь? Я бы хотел донести суть расчетов, а не просто дать табличку с коэффициентами. Тем более, что в табличке я не смогу учесть все возможные варианты пересчетов. Представим, что у нас есть рецепт чизкейка, но ваша форма не совпадает с указанной. Вариант первый. Если мы заливаем наш рецепт в большую по диаметру форму, то чизкейк станет тоньше. Вариант второй. Заливаем в меньшую по диаметру форму, чизкейк станет выше. И в том и в другом случае мы не поменяли количество продуктов. А вот технологию придется изменить. Выпекание сильно зависит от форм-фактора. Понятно, что тонкие бисквиты и пироги выпекаются быстрее. Если это не учесть и не проконтролировать, то можно испортить рецепт. Часто заказчики присылают фото прикольных тортов и говорят: хочу, чтобы выглядел вот так. Объясняя, что диаметр такого торта примерно 12-14 сантиметров. Вот такой. А вес примерно 2 килограмма. Они говорят: не, сделайте побольше, чтобы диаметр был где-то 22. Вот так. А вес, соответственно, около 4 килограмм. Вот только так не работает. Здесь вступает в силу закон квадрата куба. Он говорит о том, что если мы увеличиваем линейный размер в 2 раза, то площадь увеличивается в 4 раза, а объем и вес в 8 раз. То есть вес такого же по форме торта, но с шириной 22, будет не 4 и даже не 8 килограмм. Он будет близок к 16 килограмм. Это нужно понять. Давайте приведу пример на людях. Ребенок около 2 лет, ростом примерно 90 сантиметров, весит 10-12 килограмм. Когда рост увеличивается в 2 раза, до моих 1,85 м, вес становится в 8 раз больше. От 80 до 100 килограмм при таких же пропорциях тела. Поэтому сразу предупреждайте заказчиков, что если мы меняем диаметр, то такие же пропорции будут весить гораздо больше. Вернемся к примеру с чизкейком. Чаще всего при пересчете рецепта чизкейков, пирогов хотят изменить только горизонтальный размер, а вот высоту сохранить. Тут работает правило квадрата. Увеличивая линейные размеры в 2 раза, вы увеличиваете площадь в 4 раза. Но так как высоту мы не меняем, то объем тоже увеличивается в 4 раза. Для квадратных форм это интуитивно понятно. Длину в 2 раза, ширину в 2 раза, всего в 4. Для круглых форм это работает точно так же, просто не настолько наглядно. Давайте разберем еще один конкретный пример с цифрами. Итак, есть рецепт, который печется в форме 18 сантиметров, а я хочу испечь его в форме 22 сантиметра. И чтобы высота осталась такой же. Нам нужно понять, во сколько раз площадь формы отличается, и именно во столько раз изменить рецепт. Площадь 18 формы – это радиус в квадрате, умноженный на π. То есть 9 сантиметров возводим в квадрат и умножаем на 3,14. Получаем 254 сантиметра квадратных.
Площадь 22 формы аналогично. Радиус 11, возводим в квадрат, умножаем на 3,14, получаем примерно 380 сантиметров квадратных. А теперь узнаем, во сколько раз они отличаются. Делим 380 на 254 и получаем примерно 1,5. То есть все продукты в нашем рецепте нужно умножить на 1,5, чтобы в 22 форме получить такую же высоту. Как-то неинтуитивно. Всего на 2 сантиметра изменился радиус, а продуктов нужно на 50% больше. Надеюсь, вы поняли принцип. У меня есть таблица коэффициентов для разных форм наподобие таблицы пересчета плотности агара. Кто не видел, зацените. Будет активность с вашей стороны, выложу ее. Если вам интересна такая тема, то напишите об этом в комментариях. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, расскажите об этом ролике друзьям и поделитесь в соцсетях. По такому принципу можем разобрать расчет многоярусных тортов. Хотелось бы делать полезные ролики для наших подписчиков, поэтому ждем обратной связи.